Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Скучает ли она за вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Знаете, у меня такое ощущение, что вы как будто устали уже от всего. От всего, ото всех, от каких-то житейских проблем, от суеты вот этой мирской вообще, да, вот это и работа, и отношения могут быть, да, у каждого будет по-своему проигрываться. Несмотря на то, что вы довольно сильный и выносливый мужчина, но как-то вы подустали. Вот вам уже хочется просто, чтобы вас все оставили в покое. Женщины я рядом с вами не вижу. Но вас настолько вот то ли по работе вот ну задолбали, я по-другому никак не могу сказать. Ну вот какая-то именно моральная усталость. Плюс я вам еще скажу, у вас в жизни очень много манипуляций происходит, именно вами манипулируют. Знаете вы это или же не знаете, но это факт. Вы человек довольно активный, вы постоянно в движении, вы что-то делаете, суетитесь, куда-то едете, бежите. Ну, 10 дел одновременно можете делать, решать. Так, кто манипулирует, почему, зачем? Давайте уточним, что за манипуляции в вашей жизни. Вот знаете, вами манипулируют как мужчины, так и женщины. У вас такой характер, с одной стороны, вроде бы, да, вы можете быть и довольно жестким, но у вас не очень сильно это получается. Я не могу сказать, что вы прям такой злюка, сердитый, строгий. Нет. В определенных ситуациях, да, вы можете быть таким жестким, да, решительным, если касается каких-то серьезных вопросов. Но в вашей жизни вот была дамочка Пентаклей, которая большая любительница денежек, которая любительница была каких-то материальных благ, да, вот подарков и так далее. Довольно часто она приходит к нам в расклады. Вот она вами манипулировала вовсю. Причем вот после того, как вы расстались, вы пережили очень непростой период. Некоторые из вас и сейчас находятся в таких вот эмоциях, когда никого ничего не хочется, когда полная апатия, депрессия, да. Осадочек хороший у вас остался после этой ситуации. Причем я вам скажу, вы даже знаете, вот есть такие моменты, когда вы знаете, что вами она манипулировала, но тем не менее, все равно вы как-то поддавались, потому что вот любили ее. Что еще происходит в вашей жизни? Вот обозлились вы, обозлились так, может быть, даже на весь женский род. На нее у вас злость, просто безумнейшая злость. Я не вижу у вас рядом женщины, которая могла бы стать заменой вашей бывшей. Это может быть потому, что либо же не хочется вам, либо же потому что вы, ну, осознанно решили побыть вот одному. Вот никого не хочу, ничего не хочу, да. Отношения как бы отошли на второй план. Вот вы либо же обижены на весь женский род, как я сказала, либо это еще могут быть опасения, да, вот злость, опасения, что опять будет очередная, опять будет предательница, опять будет там мутить что-то, опять будет манипулировать, ну, в таком ключе. Поэтому я не могу сказать, что прям ну, безумно счастье у вас в вашей жизни есть. Я этого абсолютно не могу сказать. Более жесткие стали вы, более такой продуманный, логичный, да. Вы теперь с людьми общаетесь больше, ну, хладнокровнее, что ли. Раньше вы были помягче. Причем, я думаю, вы заметили, что это тоже не первый раз у нас в раскладах выпадает. Вот закалила вас эта ситуация с вашей бывшей, очень сильно закалила. Давайте-ка посмотрим, что же за женщина пришла к нам на расклад, которая скучает за вами или нет. Что это за женщина? Веселушка-хохотушка такая.
Очень любящая какие-то, может быть, тусовки, посиделки с подружками, очень любящая себя, любящая красоваться такая. Из-за нее вам было довольно непросто. Из-за нее вы могли вот заглядывать в бутылку, да, потому что доводила периодами. Из-за нее вам было очень тяжело и плохо. Но я так подозреваю, что это бывшая, да, вот, потому что из-за нее вам было ужасно плохо. Так, как же она поживает? Давайте коротко сейчас посмотрим, как она поживает. Она довольно одинокий человек. Она ищет любви, она хочет любви, но она ее не находит. Чувствует себя довольно ущербно, ненужно. Человек, который как-то разочаровался в жизни. А вообще она так, знаете, как-то живет несерьезно. Вот она живет играючи. Она живет здесь и сейчас, сегодняшним днем. Она не думает о своих поступках. Она не думает, что и как будет. Она такой человек, который мужчинам разбивает сердца. Я думаю, что вы не первый и не последний, кому она разбила сердце. Ну, то есть, такая дама, которую, знаете, и врагу не пожелаешь. Ей очень хочется любви, и хочется быть нужной, но она не может найти эту любовь. Почему она не может найти любовь? Потому что она не искренняя, она двуличная. Она человек, который может сегодня, она тебя использует, завтра выбросит. Вот в таком плане, да? Она использует и мужчин точно так же, вот именно в своих каких-то корыстных целях. Ну, допустим, познакомилась, да, мужчина вроде бы ей показался обеспеченный, там во всех понятиях ее устраивает. Через какое-то время она понимает, что он ей не может дать то, что она хочет. Может быть, у него денег не так много оказалось, как она думала. Она с ним прощается, да, то есть она использует людей, она может их динамить, да. Также бывают случаи, когда мужчины ее динамят. Здесь такой у них взаимообмен. Поэтому назвать ее счастливой, особенно в личной жизни, ну я никак не могу. Как она к вам относится вот на сегодняшний день? Давайте-ка посмотрим, как она к вам относится. Очень настороженно. Агрессивно в чем-то, причем даже обида есть своя. Почему она так относится? Она не получила от вас, чего она хотела. Она не думала, что вы себя так поведете. Как вы себя повели? Что она хотела? Почему она обиженная? Она думала, от вас получит и больше денежек, больше, может быть, каких-то там, я не знаю, материальных благ, через суд, может быть, отобрать хотела. Ну, то есть при делении, вот когда вы расходились, она рассчитывала на нечто большее, вы этого не дали. Поэтому у нее есть злость, у нее есть обида на вас, но любви вот я не вижу. Причем, знаете, вот у нее почему-то еще были такие мысли, что через какое-то время, несмотря ни на что, вот вы все равно появитесь к ней. Вот вы появитесь, и, может быть, она снова попробует вас раскрутить, как-то вот сманипулировать вами. Но этого не получилось. Так. Вы тоже, кстати, к ней так настроены, довольно агрессивно, довольно сдержанно. Даже если вот некоторые из вас и общаются с ней, абсолютно вы не настроены на позитив. Абсолютно. Это могут быть какие-то колкие, знаете, обмен гадостями. Это может быть какое-то такое общение, кто кого, да, кто больше гадостей скажет. Это могут быть конфликты даже вот в те редкие минуты общения. Ну, то есть это неприятно однозначно вам общаться. Так, давайте-ка теперь все-таки посмотрим наш главный вопрос. Несмотря на то, что вот она злится на вас, обижается, да? Вот скучает ли она глубоко в душе, вот скучает она за вами или нет?
Видите, вы для нее император. У нее есть своя ностальгия, да, однозначно. Она скучает. Она скучает, причем она скучает за теми периодами, когда все было хорошо, когда вроде бы любовь была, когда была забота, да, вот когда все хорошо, так гармония была. Но тем не менее она понимает, что назад уже все. Вот на сегодняшний день она понимает, что этого не вернешь. Она понимает, что вы сильный мужчина. Кстати, может быть, вы другого мнения, но она считает вас сильным мужчиной. Так, что она еще о вас думает? Вот она вспоминает те моменты, когда вы решали проблемы. Вот были какие-то у вас моменты, возможно, в жизни, когда вы еще были вместе. Какие-то тяготы, да, это может быть бытовые, может быть финансовые. И вот она почему-то вспоминает, как вы здорово решали вот эти все проблемы житейские. Вот она ностальгирует за тем временем. Опять же, она вспоминает, как она хорошо вами манипулировала, как она помыкала вами, да. Она вспоминает, как вы ее кружили. И теперь у нее своего рода ностальгия, что сейчас у нее рядом нет такого мужчины, который может ее кружить. Поэтому вот глубоко в душе, да, она скучает. Но она скучает опять же за вашими поступками, она скучает за вашими какими-то вот подарками, да, заботой, нежностью. Вот за этим она скучает. И не могу сказать, что она прям безумно влюблена до сих пор. Нет. Злость есть, обида есть. Но опять же, я не вижу даже остатков какой-то любви. Я не вижу каких-то попыток примирения. Абсолютно не вижу. Так, что же еще она о вас думает? Будет ли она что-то делать, интересно? Нет, здесь четко, вот туз пентаклей. Она вас вспоминает, вот знаете, как хороший такой денежный кошелек. Пусть даже не денежный, да, потому что у всех достаток разный, но тем не менее, вот это в таком ключе, что с вас можно было сдаить по максимуму. Пусть даже у вас небольшой доход был, но она могла вас сдаить по максимуму. Она могла вами вот манипулировать направо и налево. Вот за этим она скучает, за тем, что вы были безотказны, вы были любящий, да, вот в таком ключе. Если надо, вот вы и поляну накроете, вы все сделаете, вы все организуете, там, вы все проплатите. Вот этого и не хватает. Вот за этим она и скучает. И она, кстати, думала, что вы будете вот вместе, несмотря ни на что. Она считала, что вы как бы по судьбе. Вот в этом моменте как раз она и просчиталась. Поэтому у нее сейчас, знаете, вот такой жизненный тупик своего рода. Вот она запуталась в своей жизни, она не знает, как ей жить дальше. Мужчины такого стабильного у нее нет. Те, что появляются периодически, это все не то пальто абсолютно. Вот у нее идет по жизни вот разрушение за разрушением. Это ее такой своего рода бумеранг. Она и будет и дальше получать эти разрушения просто потому, что человек, который живет играючи, человек, который абсолютно несерьезно настроен вообще, человек, который чисто по выгоде как-то сходится с людьми. А свыше там ведь все видят. Ну, видят все наши поступки, все наши слова, все наши действия, да. Ну, другого она не заслужила абсолютно. Я не вижу у нее в перспективе вот просвета. Ей хочется любви, вот ей хочется. Но я ее не вижу. Вот хочется ужасно, ей хочется семьи, любви, да, вот построить. Хочется денег. Ну, семьи, понятное дело, с денежным, потому что без денег она мужчин даже не расценивает. Но вот почему она потеряла вас? Почему она это потеряла? Вот она даже, знаете, она даже сама иногда задается вопросом, вот почему так все вышло. У нее могут даже мысли быть, а если бы все было иначе, да, вот были бы вы вместе или нет, вот в таком плане. У нее сейчас полно каких-то мыслей, сомнений, опасений о будущем, да. Она вспоминает прошлое, она ностальгирует в какой-то степени за вами. Да, ей хочется, как любому человеку, любви, ей хочется семьи,
Но опять же, с богатеньким Буратиной, ну без этого никуда. Но его нет. И она его не получит. Я не вижу, чтобы она нашла такого богатенького Буратину в перспективе. Поэтому вот как-то так, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!